Этот Лондон не стал столицей, хотя и реку Темзой назвали, и город Лондоном. Дерево на флаге города и историческое прозвище «Лесной город» вызывают у современника недоумение. Вокруг одни поля, а в самом городе уже металлические деревья ставят вместо живых. В 2021 году ЮНЕСКО назвал Лондон, Онтарио, музыкальным городом. Кто-нибудь слышал про это? А самый популярный дом-музей – это не дом политика, лесоруба или музыканта, а дом ученого, чье изобретение знает и использует весь мир, и которое спасло жизни сотням миллионов людей. В общем, город-загадка, об истории которого мы расскажем сегодня, во время прогулок по его центральным улицам. А в конце видео я расскажу, была ли королева Англии в этом Лондоне, который не стал столицей. Окей, попытка засчитана. Биг Бен есть. Мы находимся в центре Лондона, в Канаде. В 1791 году Канада, в то время колония Англии, была поделена на две части – верхнюю и нижнюю. Верхняя Канада на карте снизу, а называлась Верхней, потому как была выше по течению реки Святого Лаврентия. Первым губернатором Верхней Канады, который позже назовут провинцией Онтарио, был назначен английский генерал Симка. Ему категорически не нравилось текущее расположение столицы Верхней Канады в форте Нью-Арк, что рядом с Ниагарой. Это была самая граница с США, что было плохо с военной точки зрения. Объездив весь край вдоль и поперек, Симка нашел лучшее место в центре региона, да еще и в развилке двух рек. В 1793 году он назвал место Лондоном, а реку Темзой, и хотел основать здесь столицу. Но был нюанс. Вокруг были непроходимые чащобы леса. Поэтому временно в качестве столицы был предложен Йорк, расположенный на берегу озера Онтарио, и который мы знаем сегодня под именем Торонто. Прошло несколько лет, и временный статус перешел в постоянный. Как мы все знаем, ничто так не постоянно, как временное. И с тех самых пор Торонто остается столицей провинции Онтарио. К 1820-м возникла необходимость административного центра для обширного округа Западного Онтарио. И тут, в закромах короны, был обнаружен этот самый купленный 30 лет назад кусок земли в развилке Темзы, который решили назначить новым райцентром. Для администрации лондонского округа было построено новое здание суда. В очертаниях здания угадывается ирландский замок. Начальник округа в то время, Тальбот, был родом из Ирландии. Постепенно и неохотно чиновники лондонского округа стали переезжать в новый центр. С ними прибывали и прочие горожане. Через 10 лет после постройки здания суда поселение достигло уже 1000 человек. Из-за немыслимой коррупции и самодурства местных чиновников вспыхнуло восстание, которое хотело парламента и выборов. Английским чиновникам, правящим провинцией, удалось удержать город, а здание суда превратилось в Бастилию, трещавшую по швам от захваченных и посаженных за решетку повстанцев. В итоге английское правительство, напуганное восстанием, решило разместить здесь военный гарнизон, и в 1838 году в город вошли гусары. Это было важным фактором. Наличие гарнизона влекло за собой военные расходы, а это стимулировало рост и развитие города. Выросло множество зданий, а улицы, носившие имена официальных лиц провинции и Великобритании, забурлили жизнью. В 1834 году был возведен первый элегантный особняк Элдон Хаус, принадлежавший одной из богатых семей города. Рынок Ковент-Гарден был основан на его нынешнем месте в 1845 году. Несмотря на тот факт, что в 1844-45 годах случился пожар, почти уничтоживший центр города, его восстановление было молниеносным. К 1850 годам население города было уже 4500 человек, а когда в Верхнюю Канаду ворвалась эра Железного коня, Лондон в 1851 году оказался в прекрасном положении. Железная сеть Западного Онтарио расходилась от города лучами и проходила через центр города, после чего Лондон вступил в самый оживленный период экспансии и спекуляции землей. В то время были построены такие дома, как Текумеш Хаус, самый большой отель в британской Северной Америке. Банк Верхней Канады открыл в городе отделение, и начали появляться солидные кирпичные магазины.
Расположенный в богатом сельскохозяйственном поясе, Лондон вскоре начал поставлять пшеницу из внутренних регионов для снабжения Северной армии США, где началась гражданская война. Изобилие времен американской гражданской войны вскоре проявилось и во внешности Лондона. Снова началось возведение крупных центральных зданий, и к середине 1870-х центр города принял тот вид, который сохранялся до 60-х годов 20 века. В Лондоне у здания мэрии, или как в Канаде их называют, Сити-холл, нет центральной площади, но рядом расположен парк, горячо любимый как жителями города, так и туристами. Отсюда мы и начнем нашу прогулку. Вокруг парка куча парковок, но боюсь, летом места на них не найти. Мы посетили Лондон зимой, в феврале, так что сегодня видео зеленых деревьев не будет. Виктория парк, назван в честь королевы Виктории. Нас встречают представители не только флоры, но и местной фауны. Мы же в лесном городе, как вы помните. Гуси и белки. Без зелени парк просматривается насквозь. И сразу бросается в глаза обилие памятников военной тематики. И это не случайно. Помните гарнизон гусар? Военный полк простоял на этом самом месте 20 лет после основания, а затем полк вывезли на Крымскую войну. Была еще Англо-Бурская война, Первая и Вторая мировые, танк времен Второй мировой войны, а пушки из Севастополя как трофеи Крымской войны. Памятник посвящен солдатам времен Англо-Бурской войны. Белки, они повсюду. Даже существует местный спорт – беличья рыбалка. Арахисовый стручок привязывают на веревочку и пытаются поднять вцепившуюся в арахис белку над землей. Студенты Гарварда придумали спорт более 100 лет назад. Теперь вы знаете, соберетесь сюда, берите с собой арахис и беличью удочку. Кажется, нашей белочке идея не понравилась. Бесплатный городской каток. Качество льда отменное. Заливают каток каждый год, начиная с 1913 года, уже более сотни лет. Летом же в парке проводится куча фестивалей, и вот тут я даже немного позавидую. Обычно городские фестивали проводят на площадях, а летом в Канаде солнце палит нещадно. Здесь же среди деревьев находиться намного приятнее. Есть один блогер-урбанист. Кто интересуется, тот знает Варламова. Он все возмущается пластиковыми фонарями и урнами в разных городах мира. Так вот, передайте ему, здесь в Лондоне все в порядке. Фонарь, освещение и урна из чугуния. Также видно, как Лондон пытается привлечь назад на центральные улицы художников и артистов. Устанавливаются памятники не только классические, эпические, но и современные. Открываются магазинчики с местным крафтом. И все это в исторических зданиях. После пожаров в середине 19 века, а это время, когда Лондон стремительно развивался, строить начали из кирпича. Город украсили соборы Петра и Павла. Собор Святого Петра выполнен в стиле викторианской готики и был возведен в 1880-х. Позже добавляли витражи, внутреннее убранство было закончено только к 1920-м, тогда же был установлен орган. Ну а окончательный вид собор принял только в 1958 году, когда по бокам фасада добавили пару башен. Современные архитекторы возвели жилой дом-башню совсем рядом, и мне кажется, украли у собора массивность и величественность, поломав масштаб по отношению к окружающим домам. Но все равно, собор как архитектурный памятник красив. Взглянем поближе, так чтобы высотка в кадр не попадала. Прямо через дорогу расположен собор Святого Павла. Это самая старая церковь города, построенная в 1846 году. У собора есть колокольня и часы с боем, но самое примечательное в нем витражи. Пара из них созданы компанией Tiffany
еще в 19 веке. Говоря про масштаб, я покажу изображение города сразу после постройки собора Святого Павла. Официальное название города с населением более 10 тысяч жителей Лондон получает в 1855 году. Был избран первый мэр и совет города. Лондон рос как географически, так и демографически. Были учреждены банки и торговые компании, основаны университеты и госпиталь. Железнодорожная сеть западного Онтарио расходилась от города лучами и проходила через центр города. Все эти усилия, приложенные для развития, пришлись на времена Второй промышленной революции. Вместо паровых машин в город пришло электричество в 1910 году прямиком с Ниагарского водопада. Окрестности Лондона стали первым местом в Канаде, пережившим нефтяной бум. Город быстро перешел от аграрной экономики к индустриальной. Все отрасли промышленности пошли в рост. История развития города представлена на его улицах, где рядышком можно увидеть дома, как только строящиеся, так и со 150-летней историей. Лондон насчитывает более 6 тысяч строений, имеющих историческое значение. Сейчас мы идем по Ричмонд-стрит, главная улица в даунтауне, проходящая с севера на юг. Раньше, 100 лет назад, по этой улице ходили трамваи, и она вся была плотно застроена. Сейчас строится все больше крупных коммерческих зданий. Можно отметить безбарьерную среду, но это уже давно как стандарт в Канаде. Порадуемся отсутствию электрических столбов и проводов, а местами на тротуаре можно заметить брусчатку. На пересечении Ричмонд и Дандас улиц и находится башня с курантами, которую я окрестил местным Биг Беном. Исторически Лондон заселялся переселенцами с британскими корнями. Почти 2/3 населения имеют английские, шотландские или ирландские корни. Далее следуют выходцы из Германии, около 10%, что больше потомков французов, коих насчитали при последней переписи около 7%. До сих пор город остается одним из самых быстро растущих в Канаде. Начиная с 60-х годов 20 века, он добавлял по 100 тысяч населения каждые 20 лет. А это уже прогноз на следующие 30 лет, где 100 тысяч населения будет прибавляться каждые 15 лет. Где жить-то будут? А вот давайте взглянем на даунтаун со стороны. Мы здесь. Вокруг 1, 2, 3. Вот еще один спрятался. 4. Отъедем чуть дальше. 5, 6 строительных кранов. Только в даунтауне. Стройка кипит. Всем место найдется. А мы тем временем дошли до перекрестка, который служит границей между тем, что успели привести в порядок, и тем, что только еще собираются. Эти муралы какие-то некачественные. Хуже, чем рисунки в моей начальной школе на стене из советского прошлого. Оцените сами. А на другой стороне перекрестка вдалеке видны заброшенные дома. История упадка даунтауна Лондона такова. В 1989 году в центре построили торговый центр. Огромный, блестящий, не хуже, чем в Торонто. И все окружающие магазинчики на улицах даунтауна поразорялись. Народ приезжал в торговый центр, который как пылесосом высосал пешеходов и потенциальных покупателей с улиц даунтауна. Центр города пришел в запустение и утратил привлекательность. Да так, что и торговый центр разорился. Кстати, вон торговый центр с переходом над дорогой. Чем-то это напоминает историю Детройта, когда средний класс съехал из города в пригород, осуществив свою американскую мечту об отдельно стоящем доме, а даунтаун превратился в гетто.
Но в Лондоне молодцы. К концу 90-х город разработал программу по возвращению жизни на улице. Вливались и продолжают вливаться огромные деньги в строительство и реконструкцию. Открылся технологический хаб с IT-компаниями, а также активно завлекаются иногородние и иностранные студенты в местный университет. Коммерческая недвижимость в городе отводится под кафе и бары. Все, чтобы заманить современный креативный класс в город. И надо сказать, затея удалась. Изменения заметны. И городские улицы, по крайней мере пара из них, по которым мы и гуляем, выглядят неплохо. Мы выходим на улицу Дандас. Если Ричмонд-стрит идет с юга на север, то Дандас пересекает даунтаун с востока на запад и идет вдоль железной дороги. Велосипедные дорожки на Дандасе решили не делать, а вместо этого сузили автомобильные полосы по одной в каждом направлении, тем самым замедлив трафик. Опять Биг Бен, но мы теперь пересекаем перекресток в другом направлении. Улица Дандас в центре в полном порядке. Оцените качество муралов. Работа профессиональных и талантливых художниц. Город богат на таланты. Так, например, здесь родился Райан Гослинг, главная канадская звезда Голливуда. В музыкальном зале славы Лондона главная звезда Гай Ломбардо, очень популярный 80 лет назад с его оркестром, гремел по всей территории США и выступал по центральным каналам в новогоднем шоу, но уже порядком позабытый, да так, что даже его дом-музей закрыли. И из современных звезд Джастин Бибер. Обычно за него канадцы извиняются. Хулиган. Далее по жанрам. Ричи Хоутин, один из лучших диджеев мира в стиле техно. Классическая оперная певица Андриана Печенко, поет в лучших операх мира. Рэпер Шад, второй величайший рэпер Канады после Дрейка. Университет Лондона продолжает зажигать звезды как вокала, так и техников звука. Очень многие из победителей главной канадской музыкальной премии Джуно имеют отношение к этому университету. Есть в городе и симфонический оркестр. Правда, он финансово разорился. Всем симфоническим оркестрам мира нужны спонсоры. Но музыканты не сдались, а переименовались и, несмотря ни на что, продолжают радовать слушателей. В 2021 году ЮНЕСКО объявил Лондон городом музыки. Статус, который представляют городам, выбравшим творчество и искусство как стратегию развития городской среды. В Канаде такой город один. Мне пришло в голову, что надо обязательно еще и балетом обзавестись. Лондонский балет. Это звучит круто. Пройдем чуть дальше по Дандас и окажемся у рынка Ковент-Гарден. Помните его на картинке? Конечно, его обновили в рамках программы оживления города, и сейчас это вполне современного здания. По-моему, даже лифт есть. А основная идея таких рынков – это предоставить местному локальному бизнесу место для торговли, чтобы не все затянулось сетевыми магазинами. А так появляется возможность найти на прилавке что-нибудь необычное. На рынках не только продукты, но и разные дизайнерские вещи и поделки. Также здесь располагаются несетевые местные кафе и ресторанчики. Я поставил камеру телефона на режим съемки, который позволяет видеть по шее. Но в итоге кажется, что я бегу между рядов. Нет, тут я спокойно иду. Просто окружающий мир пролетает под широким углом.
приятное место, особенно когда народу немного. Подозреваю, что летом и на выходных может быть толпа. Сегодня мы тут не задерживаемся и проходим насквозь. Надо успеть Темзу поснимать, пока не стемнело. Внутри есть столики, чтобы посидеть. Ну, а мы на улицу. Вот он, парадный вход. А оказывается, мы через боковой заходили. Перед рынком опять каток. Народ катается на коньках. Эта часть города первой прошла реконструкцию. После градостроительного провала торгового центра, который мы видели в окружении заброшенных домов, в центре города решили возвести объект, который привлечет горожан и создаст пешеходный трафик, столь нужный для развития кафе и магазинчиков. Угадайте, чем можно привлечь канадцев? Правильно, хоккеем. В центре возвели Ледовый дворец. И это сработало. Если мы приглядимся, то увидим, что в него стоит длиннющая очередь. Люди приходят задолго до начала матча, чтобы успеть зайти. Обходим Ледовый дворец стороной. Скорее всего, сегодня игра. Лондонская хоккейная команда весьма знаменита и вырастила много звезд НХЛ, хотя сама в НХЛ не представлена. Мы около уже знакомого вам здания суда. Сейчас его называют Старым судом. Занимательный факт. Старому зданию суда больше лет, чем зданию английского парламента, который сгорел в 1830-х, и был заново отстроен. Город разработал сложную программу взаимодействия бизнеса и городской собственности. И 2 года назад здание было продано частной компании за $36 миллионов. Справа от здания Старого суда галерея музея Лондона, музея изобразительных искусств. Во время следующего визита надо будет найти пару часов и посетить его. Там не только картины, но и исторические фотографии города. Под горочку мы спускаемся к мосту через реку. Правильно, через Темзу. Вот она, частично скована льдом. Эти виды пленили генерала Симка, и, глядя на воды реки, он решил основать здесь город с целью сделать его столицей. Темза не слишком широка, но пусть вас это не обманывает. Истории известны чудовищные наводнения. Крупнейшее было в 1937-м. Вода поднялась более чем на 4,5 метра, буквально за несколько часов. Регулярные наводнения наносили изрядный ущерб, и в итоге в 1953-м была построена дамба в верхнем течении реки, что позволило взять под контроль уровень воды. Вдоль реки чудесный парк. Летом тут просто замечательно. Зимой в парке редкие прохожие и толпа гусей. Белок мы уже видели. А вот и канадский гусь. Попробуем сделать крупный план. Что-то вспомнилась картинка, где собака мечтает летать, рыбка мечтает ходить, а цыпленок мечтает плавать. А гусь глядит на них и ухмыляется. Уже стемнело. Прогулка по городу подошла к концу. Вот такую историю развития города мы сегодня увидели. Лондон не стал столицей, но, безусловно, является главным городом региона, претендующим на вхождение в десятку самых крупных городских агломераций Канады.
Вокруг города все леса сведены и отданы под поля. В центре города мало деревьев, но стоит сойти с центральных улиц, и с деревьями все в порядке. А какие парки в городе чудесные. Статус музыкального города только-только получен, и я уверен, что скоро толпы будут ходить в центр города не только на хоккей. Пойдем поддержим и мы местный бизнес. Мы направляемся в лондонский паб. Еще один каламбур готов. Мы нашли способ, как посетить лондонский паб и не побывать в Англии. В пабе за пивом можно обсудить увиденное за день. Например, бобра, который плавал в Темзе. Я впервые видел бобра в природе. Еще один очень канадский зверь и один из символов Канады. Ну и пришло время рассказать, чей популярный дом-музей. Это дом доктора Бантинга, изобретателя инсулина. И ответим на вопрос, а была ли королева Англии в этом Лондоне, который не стал столицей? Была 4 раза. Трижды в статусе королевы. Я же говорю, крутой город. Все, конец.